Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре 24 января, киевское время, 17 часов. Сегодня ровно 11 месяцев, как фашистская Россия, я не побоюсь этого слова, именно так напала, осуществила массированное вооруженное вторжение в Украину. Войну они начали против нас в 2014 году, открытую войну. Скрытая война начиналась, наверное, можно сказать, с Тузловского кризиса. В противостоянии, в попытках поглотить Украину и ликвидировать нас как государство. Но, тем не менее, мы воюем, у нас есть хорошие перспективы, и мы надеемся на свою победу, точнее, вибачте, перемогу в этой войне. Победу мы звать не будем, это для нас не подходящий, на мой взгляд, термин, а перемога – это самое правильное определение того события, которое происходит. Ну что ж, сегодняшние сутки отметились практически событиями только в основном политическими. Фронт более-менее стабилен за прошедшие сутки. Но тем не менее разберем по оперативным направлениям и по общей ситуации на всей линии боевого соприкосновения. Российский оккупант в течение суток нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Россия последние несколько суток очень сильно активизирует авиацию. Скорее всего, это связано с тем, что в Российской Федерации катастрофическая нехватка бронетехники, то есть танков и бронетранспортеров, боевых машин пехоты. И они пытаются, а также есть проблемы с артиллерией. Кстати, из последних перехватов нашей разведки было то, что доводят приказ по частям на линии фронта, что максимально ограничить лимит расхода боеприпасов для всех видов артиллерии. Вот. Соответственно, чем заменить огневое поражение? Два компонента, две составляющие в основе огневого поражения противника. Это авиация и это артиллерия. Поэтому если с артиллерией туго, значит что? Надо привлекать авиацию. Так они и делают. Вот вам активность авиации, 27 авиационных ударов. Ну и наша система ПВО, особенно тактического звена, которая защищает непосредственно наши войска на линии фронта, в результате этого собирает очень хороший урожай. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, дальше. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Сегодня, я так понимаю, учения продолжаются на территории Белоруссии, поэтому авиация поднялась в воздух. И сегодня у нас, нам задавали вопрос о том, что как же так проходит учение, где же воздушные тревоги. Вот сегодня масштабная воздушная тревога по всей территории Украины. Надеемся, что не прилетит нам из Белоруссии какая-нибудь гадость, которую несут российские самолеты на себе. Враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия. Все атаки противника были отбиты украинскими защитниками. На Лиманском, Новопавловском, Запорожском, Херсонском направлениях враг ведет оборонительные бои. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области, Белогоровка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Водяная, Марьинка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Наступательных группировок противника на данный момент на этих направлениях не обнаружено. Противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Обстрелы со всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В эти сутки досталось, к сожалению, досталось всем трем областям. На Сватовском направлении, это Купянская и, в принципе, наверное, и Лиманская, потому что Кременная ближе к Лиману находятся направлении. Там продолжаются позиционные бои в районе Новоселовского, Площанки, Краснопоповки и в лесах в районе Кременной. То есть идут боевые действия за лесопосадки, лесополосы в районе населенного пункта Кременная. Кстати, надо сказать, что здесь мы поддавливаем, очень хорошо поддавливаем российские войска. И да, мы здесь имеем успех и пытаемся его развивать. Российское командование стягивает туда все больше резервов, что не дает им возможности сформировать ударные группировки, ударные части. Ну, кстати, мы об этом поговорим по поводу того, как они формируют ударную группировку, которую мы ожидаем, что она должна вроде бы как попытаться начать наступательную операцию в марте текущего года. На Бахмутском направлении продолжаются бои к северу от Краснополевки. Не останавливаются попытки штурма Благодатного и Красной горы. Враг захватил значительную часть частного сектора к западу от Бахмутского леса. Опытное, к сожалению, перешло под контроль российских войск. В Клещеевке, где враг вводит дополнительные резервы, пытаясь продвигаться в направлении Ивановское, идут ожесточенные бои. Так вот, такая ситуация сложилась на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении на этот раз враг пробовал атаковать к северу от Спартака, но успехов не имел. Понес потери, откатился на исходные позиции. Новопавловское направление. Противник совершил обстрелы из танков, артиллерии и минометов. Мы отвечали, то есть там идут позиционные бои, перестрелки и обмен огневыми ударами артиллерии. Запорожское направление. Здесь ситуация остается такая же. Попытка высадиться противника на Потемкинские острова не увенчалась успехом. Наша артиллерия нанесла огневое поражение российским войскам. В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. То есть, я так понимаю, что новое командование, в то время как профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу. Но они еще и имеют больший опыт, поэтому они отправляют вперед мобилизованных, типа идите повоюйте, наберитесь опыту, а мы потом вам поможем. Вот такой вот принцип в российской армии. Тем более, что сейчас, смотрите, группировка выросла примерно больше 300 тысяч. На сегодняшний день больше 300 тысяч находятся вот на юго-востоке Украины, на временно оккупированных территориях и в Крыму. Вот так дает оценку наша разведка, такую цифру нам дает. И, соответственно, на линии фронта просто не хватает места, вот реально не хватает места. Российская Федерация на сегодняшний день ввиду огромного дефицита бронетехники не может формировать новые дивизии, полки, бригады, то, что они хотели, то, что было заявлено, что мы сейчас сформируем. Вот там вчера прозвучало очередное заявление Герасимова, что будет там разворачиваться Ленинградский округ, Московский округ. На территории Украины будет в Херсонской области будет формироваться новая дивизия для усиления обороноспособности России.
Но личный состав они могут набирать, здесь не поспоришь, как бы людской ресурс у них есть. Но техники нету. Для этого людского ресурса катастрофически не хватает. Если они в атаке ходят уже в пешем порядке, практически без поддержки артиллерии. Вот. А я имею в виду запорожское направление, вот это то, что мы там рассматривали. Там более подробно я там расскажу о результатах этих двухдневных атак, чем они закончились для России. Поэтому они решили, на сегодняшний день принято решение в Генеральном штабе Российской Федерации, принято решение, что надо же куда-то личный состав девать. Если нет танков, нет бронемашин, боевых бронированных машин, не хватает артиллерии, а личный состав прибывает, его переодевают, вооружают стрелковым вооружением, вот как я говорю, что они прибывают, они формируют запасные батальоны. Запасные батальоны без техники. В каждом полку будет формироваться 1-2 запасных батальона. То есть пополнять потери личного состава они будут. Вот именно поэтому кадровые российские военные, которые уже хлебнули лихо на этой войне, они стараются оставаться в тылу, а на линию фронта отправляют мобилизованных из числа вот этих вновь прибывших из Российской Федерации. Ну, нормальный подход с дедовщиной, как положено в российской армии. По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих 2-го армейского корпуса вооруженных сил России. То есть те, кто взял российский паспорт, кто из местных жителей, кто подписал контракт с вооруженными силами России, принял присягу, вот их семьи уже эвакуируют из Луганска. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позициям зенитно-ракетного комплекса. И вот тут я напомню вчерашнюю, я вчера давал это в сводке, потому что это произошло уже в первой половине дня. За вчерашний день урожай собрали наши силы противовоздушной обороны 2 вражеских штурмовика Су-25, вертолет К-52, беспилотник Орлан-10 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Сегодня в течение получаса 3 вертолета огневой поддержки на востоке Украины. 24 января подразделениями зенитно-ракетных войск воздушных сил вооруженных сил Украины уничтожены 3 российских ударных вертолета К-52. Я так понимаю, что там уже они начинали, там было 200 с чем-то вертолетов К-52. Сейчас уже счет идет на десятки оставшихся целых вертолетов К-52 в российской армии. Вот такие гигантские потери они продолжают нести. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения оккупационных войск, личного состава, техники и вооружения. И один железнодорожный состав на станции недалеко от линии фронта. Вот такая арифметика по нанесению огневых ударов со стороны вооруженных сил обороны Украины. В акватории Черного моря находится 4 носителя ракет «Калибр». Общий залп может составить до 28 ракет. Причем из этих 4 3 это надводные корабли и 1 носитель это подводная лодка в акватории Черного моря. Вот такая вот военная обстановка сложилась на оперативных направлениях и на всей линии фронта от Херсона до Харькова. Ну что ж, а мы еще немножко разберем с вами несколько военно-политических новостей, которые происходят в Украине и вокруг нее, вокруг нас с вами. И первой новостью сегодняшнего дня я бы хотел отметить то, что Москва высылает посла Эстонии. То есть, это первый шаг к разрыву дипломатических отношений. В ответ на сокращение числа сотрудников в посольстве. Эстония приняла решение, что очень много сотрудников российских работает в российском посольстве. Их надо уменьшить. Мы знаем, что посольство всегда является основой или
рассадником резидентуры, разведывательной резидентуры и подрывной деятельности в любой стране. Просто есть более благоприятные отношения между странами, и тогда разведдеятельность ведется не так активно и не так агрессивно. Но Россия это страна-агрессор, поэтому Эстония решила себя обезопасить и сократила число посольств, сотрудников российского посольства. На что Россия высылает посла Эстонии. Вот вам и ответ. Вместо того, чтобы сделать зеркально, как правило, это принято так в дипломатических отношениях, адекватно, сколько там сократили, столько здесь могут сократить, как правило. Или, допустим, там несколько человек, если посольство маленькое, я думаю, что у Эстонии очень маленький штат посольства, там можно было, но Россия приняла решение сразу выдворить посла. Вот такое вот отношение. Посол Эстонии в России должен покинуть территорию Российской Федерации до 7 февраля текущего года. Вот такая вот ситуация. Далее, следующая новость, надо отметить, это Турция. Турция не прекращает вкладывать деньги и уверенно движется в плане наращивания, это в плане разработок вооружений. Турция сделала мы знаем, большой прорыв в беспилотниках. Это байрактары, которые уже вторую войну успешно применяются. У нас они применяются. И это не афишируется Генеральным штабом, но они есть, они воюют. И довольно неплохо. Так вот, Турция идет по пути, вы знаете, что у них Кизыл-Эльма, беспилотник фирмы Байрактар, Байкар, правильно называется фирма, мы уже так привыкли. Байрактар — это фамилия хозяина этого предприятия, Сельчук Байрактар. Так вот, они опубликовали видео второго этапа испытаний своего реактивного беспилотника Кизыл-Эльма. Так вот, этот Кизыл-Эльма, я напомню его тактико-технические характеристики, он берет полезной нагрузки 1,5 тонны, то есть это практически самолет. Скорость его может быть от 740 км в час, это крейсерская, и 900 км в час, это максимальная. Боевая дальность. То есть радиус боевого применения 930 километров и время полета 5 часов. Максимальная высота полета 12 тысяч, рабочая высота 10 тысяч метров. Вот такой вот беспилотник. Но надо отметить главную особенность этого беспилотника. Дело в том, что мы будем, я так понимаю, что мы будем в приоритете в плане поставок этого беспилотника. Он летает на нашем двигатель. Двигатель на этом беспилотнике производства Украина. И это дает нам право приобрести, во-первых, по хорошей цене, во-вторых, я думаю, что в тех количествах, которые будут необходимы для вооруженных сил Украины. Вот такой вот новый беспилотник. Он прошел все тесты, летные тесты, именно сам этот беспилотник, и второй этап его испытаний считается завершенным с результатом успешным. Следующее, вы знаете, да, продолжаются вот эти игрища, эти не толкай, там эпопея, как ее уже только не называют, по поводу танков Леопард, а именно, не самих уже танков Леопард, тут уже, как говорил когда-то покойный, к сожалению, Михаил Жванецкий, что причем здесь борщ, когда такие дела на кухне. Так вот, причем тут леопарды, когда тут Олаф Шольц нам показывает, демонстрирует такие кульбиты в своей политике. Опять же, я вот четко бы отделял поведение Шольца как политика. Он берет на себя политическую ответственность, я надеюсь, за свои слова, за свои поступки, за свое поведение. Но при этом мы высказываем, и я лично, огромнейшую благодарность и низкий поклон немецкому народу, немецким налогоплательщикам, потому что Германия как страна в лидерах в плане финансовой, экономической, гуманитарной помощи Украине. С тяжелым вооружением, к сожалению, и тяжелое вооружение, в принципе, достаточно много дали. Да, с такими же примерно перипетиями, но такого, как демонстрирует сегодня канцлер Германии, такого еще не было никогда. Я помню затягивание с гепардами,
затягивания с передачей Панцерхаубица 2000, ну, с танками, конечно же, не было. Так вот, я напомню эпопею, как бы, тут уже, наверное, надо рассказывать про этапы, это уже мемуар, целый мемуар в плане последовательности событий. Так вот, вчера Анна Лена Беркок заявила о том, что Германия все-таки даст согласие на передачу стран-партнеров танков «Леопард-2» Украине. И премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий тут же отправил официальное обращение. А в Германии сразу же сказали, что никто пока еще не обращался. Вчера уже Польша до конца рабочего дня, я так понимаю, успела отправить в Германию официальный запрос на поставку Украине танков «Леопард-2», о чем сообщил лично премьер-министр Польши. Так что ждем ответа. Сегодня день прошел, видимо, думает еще Олаф Шольц. Надеемся, что в ближайшие дни ответ официальный, запрос официальный, так что ждем официального ответа от канцелярии Олафа Шольца о том, когда и какой ответ он даст на официальный запрос Польши. Также, я так понимаю, на низком старте Финляндия и Дания, они готовы тоже такие же запросы отправить и получить добро на передачу нам танков. Вот тут появилось сообщение о том, что про аэродром в городе Энгельс. Это следующая новость из Российской Федерации. И задавали вопрос, как же так, мы там взрывы были. Я объяснял, что беспилотники, которые якобы там прилетели, и по данным только российских средств массовой информации, там вроде бы начебто были стрижи и рейсы. То есть старые советские беспилотники, реактивные, дозвуковые. Вот как-то они так туда тихонько дочапали. Кто их пускал, официальных данных пока на данный момент нету. И все спрашивали, как же так, взрывы были, вроде как вышку полетов, руководителя полетов повредили, систему управления полетами тоже там повредили. Так вот, я вам скажу так, с последнего действительно россияне боятся. И это еще одно подтверждение тому, что система ПВО России это решето. Или ее вообще нету. Как нету? Она номинально, может быть, существует еще со времен Советского Союза. Но реально ее же никто не усиливал. Никто же не думал, что сегодня будут по территории, в воздушном пространстве России летать чужие летательные аппараты. И они действительно боятся держать стратегическую авиацию на основном базовом аэродроме в городе Энгельс. Они все оттуда убрали. Предоставлены снимки, спутниковые снимки, которые показывают, что аэродром пустой. Там находятся 3 Ту-95, плюс один из них, плюс еще один полуразобранный. Я так понимаю, это уже тоже Ту-95 ремонтируется по принципу каннибализма. Один самолет разбираем, остальные доукомплектовываем. 2 Ту-160, но они неподвижные. Они, видимо, не летающие. Они ни разу не двигались. И один Ил-62М. Это музейный экспонат. Так что на аэродроме дежурит, я так понимаю, 3 Ту-95. Не дежурит, а находится. А в лучшие времена, в декабре месяце, до вот этой бавовны на аэродроме в Энгельсе, находилось до 20 стратегических бомбардировщиков. Как Ту-95, так и Ту-160. Нету, кроме 3 тушек, 3 медведей Ту-95, других самолетов на аэродроме нет. Остальное все это музейный экспонат и самолеты, которые не двигаются уже в течение нескольких лет, стоят по снимкам их отслеживают. Так что они боятся. Видите, это говорит о том, что ПВО, на свое ПВО, они недаром в Москве разворачивают комплексы ПВО подвижные, мобильные. То есть стационарное ПВО, видимо, не соответствует сегодняшним требованиям безопасности.
Далее, тема самолетов. Продолжает следующая новость. Это тема самолетов для вооруженных сил Украины. Она сдвинулась с мертвой точки. Мы об этом с вами говорили. Об этом нам сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. И он сказал, процитирую его: две опции, которые еще не открыты, это дальнобойные ракеты, чтобы мы могли поражать тыл российских оккупационных войск на территории Украины, и боевые самолеты. Ну, я думаю, что уже наоборот надо сказать, что темы эти наоборот открыты, и дискурс идет все дальше и дальше. В продолжение этого Кулеба добавил, что, как могли заметить мы с вами, и в информационном пространстве уже происходит обсуждение поставки самолетов. Раньше этого вообще не было. Мы пытались поднимать тему в средствах массовой информации, но она угасала каждый раз, как не разгоревшийся костер. А сейчас это уже реальность. В частности, речь шла о Нидерландах, которые заявили о готовности поставок. В частности, речь шла о Соединенных Штатах, которые тут же сказали: да мы не будем возражать. И это очень важно, потому что это самолеты американские. И правообладатель Соединенные Штаты. И для их передачи необходимо разрешение Соединенных Штатов. Поэтому для нас это очень важно, что такие заявления звучат из-за океана. Ну и сегодняшняя новость, которая еще больше укрепила в мысли, что следующий Рамштайн в середине февраля месяца может быть ракетно-авиационным. Это заявление пресс-офицера воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрия Игната, который сказал, что по нашим данным, скорее всего, Соединенные Штаты уже определились с типом самолета, который будет передан на вооруженным силам Украины. То есть, какой мы с вами можем только гадать: 15-й, F-15, 16-й или 18-й будет передан. Может, А-10 бородавочник будет передан Украине. Может быть, Группер, может быть, не знаем. Посмотрим. Но это очень вселяет надежду, если уже тип самолета определен в Пентагоне, который будет передаваться вооруженным силам Украины. Так что ждем с нетерпением. Как раз к марту месяца нам западная авиация была бы как в нагоде для того, чтобы пощипать российские войска, которые будут пытаться переходить в наступление. Если они все-таки соберутся в кучу, они будут повторять. Смотрите, по тактике действий я бы сказал, что можно сделать вывод, что Российская Федерация на сегодняшний день вряд ли, наверное, выставит такую организованную группировку, состоящую, допустим, из 2 армейских корпусов, которые могли бы попытаться возобновить наступательную операцию на оперативном направлении с последующим прорывом нашей обороны и развитием наступления в глубину. Нет, такого пока что не наблюдается, хотя времени осталось 1 февраль. На переброску войск, а еще надо сформировать, а еще надо вооружить, а еще надо провести боевое слаживание. Мне кажется, они пойдут тактикой действий такой же, как в апреле прошлого года. Помните, мы с вами ждали начала, мы ее называли так образно, эпической битвы за Донбасс, которая могла определить судьбу хода дальнейшей военной кампании. Так вот, как такового начала этой битвы его же не было. Российское командование размазало это начало методом наращивания наступательных усилий. Все, что они смогли сделать. У них не оказалось под рукой ударной группировки, которую можно было бы ввести в бой с выдвижением из глубины. То же самое происходит сегодня. Они везут личный состав, чуть-чуть везут техники, пытаются закрывать дыры, если не артиллерией, то авиацией, несут огромные потери, но все равно продолжают наращивать усилия. Мне кажется, что это мартовское наступление, оно и будет выражено в наращивании усилий со стороны российских вооруженных сил. И тогда наша задача будет нанести максимальный урон и с последующим переходом в контрнаступление на одном, а может быть даже и на нескольких оперативных направлениях. Так что такая примерно ситуация по наращиванию усилий или подготовке российских войск к мартовскому наступлению. А еще если появятся у нас ракеты и авиация в марте месяце,
то это нам поможет как в оборонительной операции, потому что если и будет движение войск какое-то, оно будет в колоннах. Западная авиация прекрасно преодолевает российское ПВО, мы это знаем, и Россия тоже это знает, так что мы опять сможем наносить огневое поражение в колоннах российским войскам, ну и соответственно иметь в этом преимущество. Ну и вот по поводу наступления на Запорожье. Я обещал вам, что мы разберем более подробно. Там было 3 участка, где они попытались пойти в наступление. Даже кто-то там в комментариях писал, видимо из Российской Федерации, что не на 2 километра продвинулись. Потому что я говорил, до 2 километров они продвинулись в глубину нашей территории. А на 7 километров продвинулись, писал зритель из России. И что 7 населенных пунктов захватили. Во-первых, там нет так населенных пунктов, их всего 3, вот на 3 участках они и атаковали. Дальше там, ну, может быть хутора, я не знаю, но на карте их нет, населенных пунктов там никаких нет. Так вот, они попытались атаковать, мы подтянули резервы, туда была переброшена наша артиллерия, и арта сделала свою работу. На одном направлении было сожжено там 5 или 6 БМП за один бой, а на остальных была просто перебита пехота до 30 человек, которыми они атаковали. Так вот, Институт изучения войны, Американский институт изучения войны, это уже, ну, вы понимаете, что у них разведданные, они со спутника наблюдают, это фактически в онлайн режиме, как идут боевые действия на любом участке фронта. Есть у них такая возможность. Так вот, российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений в Запорожской области, сообщают аналитики Института изучения войны. Несмотря на постоянные заявления одного из российских оккупационных чиновников, предположительно отвлекающего внимание россиян от отсутствия обещанного прогресса террористов России в Бахмуте. То есть они неудачу в Бахмуте, ну по мнению американских аналитиков, неудачу в Бахмуте они хотели перекрыть вот этим внезапной атакой на запорожском направлении. В результате понесли потери и откатились на исходное положение. То есть фронт вернулся на круги своя. Вот такая вот на этой как бы позитивно-мажорной ноте мы закончим с вами первую часть видео, военную, военно-политическую обстановку. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. Ну а продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня, очень интересный вопрос, который говорит о том, что надо сделать небольшой экскурс в историю, вернуться к истокам, к Советскому Союзу. А именно, вопрос звучит так. Здравствуйте. Хочу спросить, насколько идеологическая подготовка в Союзе была сильнее, чем на России? И как изменилось отношение титульной нации россиян к другим нациям? Хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну, давайте, наверное, с конца начнем, про титульную нацию. Оно к другим народам, оно ухудшилось. Вот титульная нация Российской Федерации, как они называют себя русскими, да, или, хотя они россияне, так было бы правильнее сказать, они еще больше стали гнобить и ненавидеть, унижать национальные меньшинства. Появились даже целые термины, там зарабичан они называют гастарбайтерами. Вот. Всегда относятся к ним так, свысока, с высокомерием. Кстати, за границей даже пытаются себя вести, что мы же россияне, мы там устраивают погромы там, на 9 мая немцам, допустим, в Турции, в той же. То есть они стали себя хуже вести в качестве более пренебрежительной, более нагло в отношении других народов. Хотя, в принципе, по большому счету, если взять, то, наверное, россияне на сегодняшний день, они
в численном составе они, наверное, не самая многочисленная нация из состава Российской Федерации. Есть нации, которые, допустим, Татарстан, самый крупный субъект Российской Федерации. Да, он не входит юридически, он не входит в состав Российской Федерации. У них договор совместного сосуществования, который закончился в 2017 году, и Путин просто боится поднять тему его пролонгации, его переподписания, потому что боится потерять рычаги влияния на Татарстан. Это отдельный субъект, точнее, да, отдельный субъект в составе, не в составе Российской Федерации. Вот. И другие нации тоже, можно сказать, что могут считать себя титульными. Но самое прикольное начинается, когда вот пока вот россияне где-то там на улице, на виду у всех, или когда они имеют власть, они всех гнобят. Все для них черномазые, все для них азиаты, чурки, там, ну, оскорбление, мы знаем, осталось еще со времен Советского Союза. Да? Но зато, когда они попадают в какой-то коллектив или в закрытый, будем так говорить, закрытый их социум небольшой, там все происходит с точностью да наоборот. Самое больше, кого гнобят, это титульную нацию россиян. Есть даже примеры, ну вот я знаю, что, допустим, там, если в одном подразделении есть два выходца из Кавказа, из кавказских, допустим, республик, да, или из кавказских субъектов Российской Федерации, то они будут терроризировать все подразделение, они его будут держать в ежовых рукавицах. И все будут там ходить вокруг на цыпочках и бегать, выполнять любые распоряжения. То же самое касается и там народностей южных, там, национальностей, народностей. Они по численности своей доминирующие, и они держат там дисциплину и порядок. Свой порядок, не воинскую дисциплину, а свою дисциплину, свой порядок, выстраивать свою иерархию. И офицеры с этим ничего не могут сделать. Ничего. Зачатки вот этого вот противостояния или отношений внутри социумов уже закладывались перед самым развалом Советского Союза, когда армия была в основном представлена, как называлось даже в Советском Союзе, национальные меньшинства. Когда даже Советский Союз в 80-е годы пытался решить глобальную проблему национальных кадров офицерского состава, когда военные училища стали принимать практически без экзаменов, так условно они проходили, это представители других наций и народностей. Когда принимали военные училища, почему? Потому что личный состав был в основном из этих республик и этих национальностей, а офицерский состав был в основном, это были россияне, ну тогда мы все были советские люди, русские, украинцы, вот так вот. Было там белорусы, прибалты, тоже очень сильно котировались. Так вот, начали принимать эти национальные кадры. Но скажу так, что в Советском Союзе была огромная система, вертикаль, главное политуправление вооруженных сил Украины. Оно сегодня тоже у них осталось, главное политуправление, но сама вертикаль, она уже наполовину разрушена. И тогда вот эти там политзанятия 2 раза в неделю по 2 часа, политинформации каждый день, идеологическая работа с личным составом, там, знание всех лозунгов, знание там, материалов съезда, основных направлений деятельности партии. Это все было. Это все было. Не мог офицер отказаться, допустим, от подписки на журнал «Коммунист вооруженных сил». Это было обязательно. На партийном собрании могли там... Аппаратор шел и тихонечко всем выписывал, кто забыл, ну в кавычках забыл подписаться на «Коммунист вооруженных сил», этот журнал заставляли выписывать. То есть идеология была во главе угла, она была на щите. Сегодня, я думаю, это очень слабенькая система, которая вряд ли отвечает своим сегодняшним задачам и идеологическому воспитанию личного состава. Больше неуставные взаимоотношения диктуют и больше вот эти вот национальные
национальные приоритеты, когда доминирующим встает нация, которая больше представлена или которая является сильнее в том или ином подразделении и даже воинской части. Скажу вот так, даже воинской части. Так что вот примерно так. Идеологическая подготовка намного слабее. Они, знаете, что они идеологию заменяют пропагандой. А это две разные вещи, которые надо различать. Вот идеология и пропаганда – это абсолютно разные вещи. А они подменяют идеологию именно пропагандой. Но пропаганда не стойкая, она очень быстро разрушается. Все эти мифы пропагандистские, россказни и так далее. А вот идеология – это немножко глубже. Это намного сильнее. Ну, и этого уже, я не вижу этого в российской армии на сегодняшний день. Добрый вечер. Спасибо за информацию. Расскажите, пожалуйста, по поводу РСЗО «Полонез», которая находится на территории Беларуси. Я читал, что установок только 4 штуки, но стреляют они на 200 и 300 километров. Расскажите, пожалуйста, насколько информация верна и сколько зарядов для них. И насколько для нас эти установки критичны, если все-таки Рашка пойдет еще раз с Беларуси. И если можно, объясните разницу между химарсами и, ну, кроме дальности. Спасибо за ответ. Да, действительно, за последние, ну, будем так говорить, 5, наверное, даже больше лет Белоруссия разработала реактивную систему залпового огня «Полонез». Это белорусско-китайская система. Да, китайская. Что они сделали? Они взяли свой всем известный МАЗ, многоцелевое многоосное шасси. Кстати, самое популярное. Даже до сих пор Россия не смогла перебить МАЗ своими КАМАЗами. Вот. Взяли МАЗ и поставили на него пакет артчасть под китайскую ракету А-20 с дальностью 200 километров. Потом появилась там еще одна модификация этой ракеты, и дальность стала 300 километров. И они выставили его на продажу, и единственный, кто купил эту систему, это Азербайджан. Азербайджан купил 1 дивизион. Ну, кстати, нету даже данных, в каком составе этот дивизион. Это дивизион 12-орудийный или дивизион 18-орудийный. По-моему, если мне не изменяет память, это дивизион 12-орудийный. То есть 12 пусковых установок, они уже считаются пусковыми установками из-за дальности пуска. Вот. И Азербайджан применял эти пусковые установки, есть образцы, точнее есть примеры в ходе 44-дневной войны за Нагорный Карабах. Да, в Белоруссии точное количество пусковых неизвестно. Некоторые источники дают, что их действительно 4 штуки. Они относятся к реактивной бригаде белорусской. В состав входят реактивные бригады. Вот. И на сегодняшний день их боевого применения не наблюдается. Возможно, были пуски на полигонах, но белорусские войска официально не участвуют. Естественно, нету и боевого применения. Вопрос, будут ли применять белорусы, насколько они, я думаю, что не будут. И даже уверен, что не будут. Почему? Потому что боеприпасы к этой пусковой установке китайские. Белоруссия не производит эти боеприпасы, она их покупает у Китая. И я думаю, что вряд ли Китай согласится с тем, чтобы Белоруссия использовала эти снаряды. Это будет как китайское вооружение в ходе этой войны. Даже если Белоруссия ввяжется в эту войну, то, я думаю, вряд ли они будут применять эту установку. 300 мм у нее калибр, 8 направляющих на одной пусковой установке. Вот. Ну, заявленная дальность я уже сказал. Шасси МАЗ 4-осный и заявленная дальность до 300
максимальная до 300 километров. Есть осколочно-фугасный, есть кассетный боеприпас, есть управляемый боеприпас, который управляется со спутниковой коррекцией GPS по GPS навигации. Вот. Так что для нас, я думаю, что они угрозы на сегодняшний день вряд ли составляют. По двум причинам. Первое, что белорусская армия пока не собирается вмешиваться, и тенденция идет к тому, что они, скорее всего, продинамят Россию и вряд ли будут участвовать в активных боевых действиях, особенно легальными вооруженными силами. Здесь же уже полонез не передашь в частную военную компанию. Это все-таки не не стрелковое вооружение там. И даже не танк, и даже не артиллерийская система. Вот. Ну и второе, то, что вряд ли Китай будет в восторге, если китайскими снарядами будут обстреливать наши войска или территорию Украины. И здесь будут гибнуть граждане Украины от китайских боеприпасов. Других боеприпасов к этой системе на сегодняшний день не существует. Что касается в сравнении с Хаймарс, ну скажу так, что кроме дальности она ничем не превосходит. Точность у нее довольно сомнительная, потому что по GPS навигации это, так я скажу, на такую дальность. Хотя пуски в Нагорном Карабахе показали, что она довольно неплохо себя показала. При такой головной части, при таком заряде, отклонение там в несколько десятков метров на дальности в 200-300 километров, это не великая проблема. Когда прилетает там 4, 5 или 8 ракет, полный залп пусковой установки. Так что по огневой мощи она может быть и даже побольше, потому как головная часть у нее побольше, вот, чем Химарс. Но по точности 1 метр вряд ли она выдаст такую точность на сегодняшний день. Вопрос специфический. Как можно 30-тонный панцирь устанавливать на перекрытиях крыш? Плюсом реактивная сила отдачи. Рассчитаны ли конструктивные строительные нормы на такие нагрузки, чтобы они провалились? Я 2 руками за, чтобы они провалились. Но, смотрите, во-первых, это шасси 4-осное, то есть уже делите на 8. Распределение нагрузки между колесами. Если на крышу уложены, допустим, стальные балки, они еще больше увеличат площадь распределения нагрузки. Здания, на которых размещали эти пусковые установки, это административные здания. И они могут иметь несущую способность практически на уровне промышленных зданий. То есть нагрузка может составлять от 1 до 2 тонн на квадратный метр. Поэтому да, к сожалению, они там могут стоять. Отдачи реактивной никакой нет. При 30 тоннах веса расчет, еле ощущает вот эти пуски и стрельбу. Есть вибрация, но там нету такой огромной отдачи, чтобы это влияло на устойчивость того здания, на котором она стоит. Так что в этом плане, к сожалению, ждать там какого-то результата, что они провалятся или обвалятся, к сожалению, я бы не стал. Но, тем не менее, могут они устанавливаться видите, на жилые нет, потому что там несущая способность совсем другая. Хотя, если монолит каркасный дом, современный, то я думаю, что на монолитное перекрытие, которое опирается на несущие пилоны монолитобетонные, то вполне возможно установить и такую установку. Известно ли, где воюет 92-я отдельно-десантно-штурмовая бригада ВДВ из Приморья? Нет, к сожалению, такой информации нет. Наш генеральный штаб очень редко детализирует места, где воюют какие подразделения. И очень редко мы в сводках встречаем такие вещи. В Российской Федерации традиции
традиции воздушно-десантных войск. Кстати, из Приморья я знаю, что у нас воюет бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Они на базе этой бригады сформировали батальонно-тактические группы, и они несли довольно большие потери, по-моему, если я не ошибаюсь, на Донецком направлении. Нет, под Угледаром. Под Угледаром Тихоокеанская пехота положила очень много народа. И это же было даже видео записано одного из командиров этой БТГ морской пехоты, что если страна не начнет делать немедленно там снаряды, то завтра они проиграют войну, потому что у них там с артиллерией было очень туго на тот момент. И они рыпнулись под Угледаром, понесли огромные потери и откатились на исходные позиции. С тех пор больше не было слышно о Тихоокеанской пехоте. А вот о том, что 92-я десантно-штурмовая бригада из Приморья, не слышал, на каком участке она воюет. Вот. Так что напишите в комментариях, если кто-то знает, слышал, заодно поможете мне ответить на этот вопрос, где воюет приморская пехота, крылатая пехота. Да, знаете, что в Советском Союзе было три вида пехоты. Такая шутка черного юмора была: крылатая, морская и тупорылая. Вот. Так вот, где эта воздушная пехота из Приморья, ВДВ, воюет на территории Украины, напишите в комментариях, я озвучу для всех, чтобы все знали. Видимо, человек, может, разыскивает, может, интересуется, не знаю. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что-нибудь про РЛС зоопарк. Так ли он страшен, как про него говорят? Хочу выразить огромную благодарность. Все. Это уже к вопросу не относится. Итак, зоопарк. Зоопарк — это фактически артиллерийская станция обеспечения артиллерийского огня. Начиналось все с советской станции Арсом. Была такая станция когда-то на базе МТЛБ. Расшифровывалось название, это аббревиатура: артиллерийская станция разведки стреляющих орудий минометов. Вот. Станция разведки стреляющих орудий минометов. Потом ею на следующее поколение было изделие «Рысь» АРК-1 станция, которая тоже обнаруживала стреляющие орудия минометы на дальности до 25 километров и могла корректировать огонь. Кстати, стрельба с АРК была самая простая огневая задача для артиллеристов. По 2 снаряда в район цели по данным, и станция выдавала корректуры, надо было только поменять знаки на противоположные. То есть, если было минус 400, надо было плюс 400 в дальности или там по направлению. И сразу же открывался огонь на поражение. Этим ее было преимущество. И сейчас появился зоопарк. Зоопарк 1 есть и зоопарк 2. Не так страшен черт, как его молюсь, сразу же скажу. Никакого прорыва Российская Федерация не смогла сделать в этих зоопарках. Почему? Потому что дальность обнаружения осталась та же самая, максимально 25 километров. Они пишут 35, зоопарк 2, до 30. 30 километров они, в принципе, могут засекать орудия, минометы. И то это дают они, что 240-миллиметровые. Это самоходные минометы, тюльпаны. Вот их 30-35 километров могут засекать. Одновременно она может обнаруживать сопровождать до 12 целей, то есть обслуживать стрельбу. У нее очень узкий сектор. Надо каждый раз поворачивать антенну, переориентировать ее для изменения сектора разведки, который ведет этот комплекс зоопарк. Он как корректирует огонь артиллерии, так и
так и обнаруживает стреляющие орудия минометы на тех же самых дальностях. Это дальность разведки контроля, дальность разведки огневых позиций в километрах. Вот 122 240 миллиметров, она обнаружит зоопарк 2 25-35 километров. Так они широко написали. Ну, думаю, 30 в принципе это потолок для нее. Вот. А зоопарк 1 вообще до 20 километров может обнаруживать даже такие эти самые стреляющие орудия миномета, как Пион. Тюльпан, точнее, извините, 240 миллиметровый миномет. Ну, вот так вот. База у нее МТЛБУ. Вот, время перевода до 5 минут в боевое положение. Может она обеспечивать до 70 позиций в минуту, то есть засекать до 70 позиций в минуту, но это засечка стреляющих орудий минометов. А сопровождение целей, то есть их разведка и корректирование огня по этим целям, зоопарк 1 может всего лишь 4 цели вести одновременно, а зоопарк 2 может вести до 12 целей одновременно. Вот что такое разведывательно-локационный комплекс зоопарк. Антенна активная, вот, поэтому очень легко обнаруживается и легко поражается средствами контрбатарейной борьбы. Вот когда мы начинаем вести контрбатарейную борьбу, главное выбить вот такие вот радиолокационные станции. Кстати, она тоже, ее основная задача это ж ведение контрбатарейной борьбы. Обнаружение артиллерии противника и корректирование огня для ее поражения. Потому что по обычным целям ее нет смысла применять, она их не видит. Она видит только стреляющие орудия миномета и реактивные системы залпового огня. Они тут даже написали, что тактическую ракету она может увидеть. Но это в том случае, если ракета попадает в сектор наблюдения этого комплекса. Но я, правда, не понимаю зачем, потому что сбивать ракету эта станция не будет. Это артиллерийское средство разведки, и передавать данные в ПВО, ракета 10 раз уже улетит с того квадрата, где ее засекли. Но дают они, что она может увидеть ракету на дальности 40-45 километров. Вот что такое радиолокационная станция «Зоопарк». Так. Насколько быстро можно сменить расчет для запуска ракет? Ну, то есть их закладывают, имеется в виду расчет, понятно. Ну, то есть их закладывают в ракеты еще на земле или даже когда уже самолет в воздухе, то наземная станция или пилот может по условному Wi-Fi переназначить, запрограммировать новый расчет на цели. Нет, не может. Теоретически может, но практически это нельзя сделать. Объясню почему. Дело в том, что если это крылатая ракета, то априори нельзя. Иначе самолету пришлось бы сутки несколько часов кружить в воздухе, пока идет перезакладка. Плюс на борт самолета, в экипаже самолета должен быть специалист по программированию этих ракет. И никакого Wi-Fi. Потому что Wi-Fi это не очень надежная система связи или средство, тип связи, вот так можно сказать. Там, если и есть возможность, допустим, у западных образцов вооружений, у западных самолетов, скорее всего, такая возможность есть, потому что они дальше ушли в этих технологиях. И там это осуществляется за счет подсоединения ракеты к бортовым системам управления огнем. Понимаете? А здесь в Российской Федерации настолько примитивная система, что самолет выполняет функцию просто пусковой установки. Он выходит в район пусков ракет, обязательно в район пусков ракет, потому что, чтобы ракета, когда ее запустят, в ней запустится механизм навигации и контроля, то чтобы она начала ориентирование именно с того района, от которого начинается программирование ее траектории полета, если это крылатая ракета.
Если баллистическая ракета, ну, может быть, эти баллистические ракеты имеют возможность смены координат цели, потому что у баллистической ракеты не надо программировать траекторию ее полета. Там только задаются координаты цели, дальше инерционная система, ну, может быть, система навигации GPS, помогает этой ракете скорректироваться на, обычно в таком случае баллистическая ракета корректируется на конечном участке траектории, вот, или на среднем участке траектории для того, чтобы точно попасть в ту или иную цель. Но российская авиация не способна на сегодняшний день, нет такой опции, чтобы перепрограммировать ракету в полете. Нет, это делается на земле, заранее цепляются эти ракеты, и самолет выполняет просто функцию пуска. Почему? Потому что вся эта система создавалась под ядерные боеприпасы. То есть использование ракет в обычном снаряжении, это всегда было в мирное время, это было учебно-тренировочным. Но в военное, видите, они стали как бы основными. Это стало основным способом применения этих ракет. Вот. Но для того, чтобы самолет надо переделывать кардинально. Для того, чтобы ставить на него оборудование, сажать специалиста, который будет в полете перенацеливать эту ракету, программировать ей траекторию полета и все остальное. Такого оборудования в Российской Федерации на стратегических бомбардировщиках на сегодняшний день нету. Нет данных об этом. Добрый вечер. Вопрос. Почему у нас такие проблемы с минометами? Почему наше руководство не может у западных стран заказать минометы разного калибра? Вопрос адресованный только Олегу Владимировичу, то есть мне. Смотрите, я считаю, я понимаю, насколько это огромная проблема. И я вижу по отзывам и даже по перечню той помощи, которую присылают нам наши западные партнеры, я вижу, что минометов очень-очень мало. Судя по тому, что там 10-20, вот смотрите, мин даются 10 тысяч, 20 тысяч мин. Да, передают иногда минометы, там 6 штук минометов передают, там страны Балтии передавали. А артиллерийских боеприпасов дают там 500 тысяч, 300 тысяч, 200 тысяч. Понимаете, какая разница? То есть это говорит о том, что с минометами полный, как говорят немцы, швах. Очень плохо. И постоянно поднимая эту тему, я стараюсь обратить внимание на то, что миномет, дайте минометы, особенно самоходные. Это же основное, для пехоты это огромное подспорье в плане борьбы как в обороне, так и в наступлении с вражеской пехотой, с открыто расположенной живой силой, с укрытой живой силой. Вот. Да, с бронированной техникой вы ничего не сделаете. Как правило, БМП предназначена у нее, как правило, у БМП противоосколочная броня. У БТР противопульная, а у БМП противоосколочная, все-таки посильнее. Для танка миномет вообще, как укус комара или максимум пчелы, не более того. Вот. Но для пехоты это очень важное средство. И поэтому и поднимается этот вопрос. А проблемы у нас почему? Потому что мы занимались ерундой. Мы вместо того, чтобы закупить где-нибудь нормальные стволы, мы пытались сделать наш этот миномет «Молот», который убил наших солдат и покалечил больше, чем врагов. 12 случаев разрыва ствола. Это вообще уму непостижимо. Он сегодня, слава богу, не используется, и еще до начала этих военных действий был снят с эксплуатации. Был приказ о его прекращении эксплуатации в вооруженных силах Украины. Кстати, привет разработчикам. Сколько денег угроблено на этот миномет и сколько людей погубил он. Вот. Мы занимались этой ерундой, не имея технологии производства артиллерийских стволов. Мы занимались производством артиллерийского ствола для миномета. Потому что в миномете там плита и ствол, все, и двунога, на которую опирается ствол. Вот вам вся система, весь комплекс, из которого состоит миномет. Вот. Вместо того, чтобы поднять вопрос закупок, а минометы ПМ-120 или ПМ-38,
Вот. Они исчерпали свой ресурс, особенно в активных боевых действиях 2014-2015 годов. Вот. Ну и, естественно, расход мин был соответствующий. Ну, про мины я вообще молчу, мы со снарядами так и не разобрались за эти 8 лет между этапами нашей большой войны с Российской Федерацией. Вот. Поэтому у нас такая катастрофа с минометами. Старые минометы, заканчивается настрел стволов, они изношены очень сильно. Новых минометов мы ничего толкового сделать не смогли, купить не догадались или не захотели. Вот. Видимо, политическая конъюнктура была не такова, чтобы закупать эти минометы. Вот поэтому мы сегодня и поднимаем этот вопрос в плане, что нашим войскам нужны минометы в том числе. И что для пехоты это было бы очень хорошее подспорье в плане ее усиления и ее живучести и стойкости нашей обороны. Ну, в частности, сейчас в основном оборона в противостоянии с российскими войсками. Вот. Ну, а почему сегодня они не попадают, очень трудно сказать. Я думаю, что скорее всего, я не знаю точно, это мое предположение, я думаю, что Генеральный штаб все-таки отдает предпочтение, когда есть лимит на вооружение, допустим, есть сумма, на которую можно заказать вооружение, составить заявку, то, скорее всего, отдается предпочтение более серьезным, более важным образцам вооружения, таким как боевые бронированные машины, таким как артиллерия, ствольная, реактивная артиллерия, боеприпасы к этой артиллерии, особенно высокоточные боеприпасы. Поэтому, видимо, миномет считает, что без миномета, скорее всего, в Генеральном штабе считает, что без миномета плохо, но можно. А вот без артиллерии тут нельзя вообще априори. Видимо, из этих соображений мы не видим таких массовых поставок минометов для наших вооруженных сил. Правда, что Марокко передает Украине танки, закупленные в 2000 году у Белоруссии. Слава Господу! Спасибо всем большое. Слава Украине, слава вооруженным силам. Держитесь, дорогие, вы победители. Ну, я не знаю, где Марокко взяла эти танки. Вполне возможно, что они их купили в 2000 году у Беларуси. Самое главное то, что эти танки прошли модернизацию в Чехии. В Чехии есть производственные мощности, и чехи доводили Т-72 до версии Б. И, соответственно, адаптировали ее под натовские стандарты. Имеется в виду средства связи, средства управления огнем и, по-моему, даже там что-то делали со стабилизаторами. То есть стабилизация ствола улучшалась. Ну и прибор, система управления огнем тоже, естественно, ставилась современная западного образца. Вот это главное. То, что они там белорусские, нам уже как бы все равно. Они уже побывали и в Марокко, и побывали в Чехии, и теперь, слава богу, приехали в Украину и будут бить российских фашистов не менее успешно, чем другие танки. Здравствуйте, ответьте мне хоть на один вопрос. Постоянно задаю вам разные вопросы, вы игнорируете. Расскажите, пожалуйста, тактику ведения боя расчета гранатомета СПГ-9. Какая у них задача, как эту задачу выполняют? Смотрите, расчет гранатомета СПГ-9 это противотанковое средство пехотного подразделения. В каждом пехотном батальоне есть противотанковый взвод. В составе этого противотанкового взвода есть отделение СПГ. Как правило, это три расчета. И соответственно, их задача это борьба с бронированными целями противника. Фактически, его еще даже называют безоткатное орудие. Калибр у него 73 мм, заряжается он с дульной части, ствол располагается на три ноги, переносит его 2 человека, и у него дальность прямого выстрела 800 метров. Вот, это прицельная дальность.
Дальше можно там и на 1300 стрелять, и даже на 4,5 километра осколочно-фугасной гранатой. Вот, это гранатомет. И задача его как в обороне, так и в наступлении. В наступлении он за счет того, что он легкий переносной, расчет движется за наступающей пехотой и занимает позиции для того, чтобы выбивать бронетехнику из обороны противника или бороться с долговременными огневыми точками противника. Вот. А в обороне то же самое. Наступающие войска, если идет наступление бронетехника, его задача уничтожать. Вот и вся тактика действий расчета с танкового противотанкового гранатомета, ну, еще называемое безоткатное орудие. Кстати, его название копье, ну, оно практически не прижилось и нигде не применяется. Есть в документации, но практически не применяется. И да, это на вооружении вооруженных сил Советского Союза он был принят в 1963 году. После этого совершенствовались только гранаты, которые применяются к этому гранатомету. Ну, увеличивалась, естественно, сама дальность его применения. Появился ночной прицел для этого гранатомета. Появились различные типы гранат для различных типов бронетехники. Вот. Но в общем он способен даже бороться с танками. И у гранат этого гранатомета довольно хорошая бронепробиваемость. Так, и еще один вопрос. Вес танка Леопард-2 около 60 тонн. Не является такой серьезной проблемой такой большой вес? Нет, не является. Вы же не забывайте, что для танка важно удельное давление на грунт, на сантиметр квадратный. Вот, и удельная мощность двигателя на тонну веса. У Леопардов, кстати, она самая лучшая в мире. Там больше 40 больше 40 лошадиных сил на тонну веса этого танка приходится. Это самый лучший показатель в мире. Один из самых лучших показателей в мире. Плюс за счет ширины гусеницы удельное давление на квадратный сантиметр, ну, я уже приводил примеры, но меньше, чем у человека. Для повышения проходимости на траке могут одеваться специальные грунтозацепы вместо вот этих резиновых подушечек, которые используются в повседневной деятельности, и чтобы он ездил и не портил дорожное покрытие. Вот. Так что это не проблема. Да, распутится одинаково для всех. Я уже приводил пример, что даже наши танки, которые относятся к категории средней, у них вес менее 50 тонн. Вот. А вот в эту распутицу, когда начались дожди на Донбассе, перемещались только цугом. То есть в сцепке с друг другом. А так они довольно тяжело им было в раскисшем черноземе, в раскисших степях Донбасса вести боевые действия и активно передвигаться. Это проблема. Поэтому я не думаю, что на сегодняшний день, если будет распутиться, проблема будет для любых танков. И для наших, и для Леопарда вторых. Если грунт подсохнет, никаких проблем, что для Леопардов 60 тонн, что для допустим, Т-64 или Т-84 весом там 46 или 49 тонн, как среднему танку. А при запуске ракеты с панциря, что на крыше дома, стартовая площадка не рухнет? Нет, не рухнет. Я уже объяснил. Отмотайте чуть-чуть назад, посмотрите, точнее, в описании, я теги, тайм-коды поставлю. Вот, я там рассказал. Там очень маленький, при таком весе пусковой установки в 30 тонн отдача практически не существует. При стрельбе еще пушечной, да, отдача есть. А при стрельбе ракет отдача практически ноль. Хотя хотелось бы. Підкажіть, як ви вважаєте, наш Генеральний штаб розглядає можливість наступу на південному напрямку та в напрямку Сум для оточення Харкова
адже завжди москалі відтинали лівобережну Україну. Я спокійно за Чернігівщину, тут ми ворога відіб'ємо, але дуже переживаю за сусідів. Дякую за вашу інформацію. Так, сусіди точно так же не переживають за себе, я маю на увазі сумчан. Я знаю сумчан деяких, і вони те ж саме кажуть, то же самое говорят, зеркально. Они говорят, мы тут врага отобьем, а вот главное, чтобы соседи не подвели. Поэтому смотрите, конечно же, Генеральный штаб все эти варианты прорабатывает. Отработано, можете не сомневаться, что в Генеральном штабе отработано несколько вариантов развития событий. Как только наша разведка будет знать о том, что там начала накапливаться техника и вооружение, и есть какая-то тенденция к формированию ударной группировки, поверьте, там и так оборона наращивается в инженерном отношении постоянно, граница укрепляется. Там наши войска проводят постоянно учения и совершенствуют свои навыки по отражению вероятного вторжения противника. Вот. Если будет какое-то движение в плане начала формирования ударных группировок, то, поверьте, оборона будет занята и будет отражаться. Выдержит она или нет, конечно же, это вопрос, который волнует всех. Мы надеемся, что она выдержит, благодаря нашей подготовке и наученности наших войск. Мы надеемся, что наша оборона выдержит и противник не сможет вторгнуться или, во всяком случае, понесет огромные потери, несопоставимые с дальнейшим продвижением вглубь нашей страны. Поэтому не переживайте. Насчет ракет. Вы забываете о стратегических баллистических ракетах типа Ярс, Тополь, подобной ерунды. У них их более 500. И любую можно оснастить не ядерным, а обычным зарядом. Только урон от такой болванки будет огромный. Расчет не на то, что разнесет не то, что дом, а целый квартал в городе. Неправда. Неправда. Во-первых, с ракетам стратегического назначения нет осколочно-фугасных болванок. Обычно ее пускают с практической болванкой, которая заменяет баллистический колпак, одевается на ракету, то есть соответствующий, и внутрь ставится головной весовой макет для таких ракет. Это первое. Осколочно-фугасные заряды практически к ним не применяются. Второй момент это то, что есть во-первых, их не 500 в Российской Федерации, там носителей несколько тысяч носителей различных типов ракет, в том числе и тех, которые вы перечислили. Ярсы, Воевода, Тополь, Тополь-М и другие ракеты. Да, Сарматов нету, это сразу говорю. Сармат это ракета, которая находится в разработке. Был один экземпляр, они ее запустили. Сейчас где-нибудь собирают возможность следующий склепать и тоже продолжить, наверное, испытания, если денег хватит. Вот. Так вот, эти ракеты пускаются либо в ядерном снаряжении, либо в основном в практическом, то есть с головным весовым макетом, для того, чтобы отработать вопросы тренировки расчетов. Теперь, смотрите, минимальная дальность пуска этих комплексов, как правило, составляет 5-6 тысяч километров. То есть ближе эта ракета не полетит. Второе, эта ракета уходит в ближний космос, стратосферу, где она ложится на орбиту и потом с орбиты сходит и направляется на цель. В ходе приближения к цели может быть применена разделяющаяся головная часть, когда голова ракеты разделяется на несколько частей. Головных частей в субэлементов в голове ракеты может находиться от 10-14. От 10 до 14 субэлементов. Поэтому это все снаряжать осколочно-фугасно. И, соответственно, эта ракета представляет довольно большую и хорошую цель для систем противоракетной обороны. А вообще баланс в мире на сегодняшний день, баланс в мире стоит такой, что отслеживается перемещение каждой пусковой установки.
отслеживается изменение характера действия каждого шахтной пусковой установки. И если Российская Федерация двинет пусковые установки, это вызовет сразу же реакцию на Западе. А если они будут готовить к пуску ракету, это может вызвать и такую реакцию, как нанесение превентивного удара. А то, о чем говорила Российская Федерация или Соединенные Штаты и Великобритания, предупреждали Российскую Федерацию, что в случае, если будет угроза нанесения ядерного удара, а никто же не будет гарантировать, Россия же не будет объяснять, вы не переживайте в США и в Британии или в НАТО, вы не переживайте, мы сейчас ракету пустим по Украине, но в осколочно-фугасном снаряжении. Там скажут, вы что, идиоты? А где гарантия, что это не будет ядерное снаряжение? А где гарантия, что эта ракета не упадет на цели, допустим, на территории США? Нет, я думаю, что Россия даже не рискнет двигать ядерную триаду. Они, кстати, ей грозятся все время, но еще ни разу не было. Даже один раз было, что Путин отдал приказ перейти на особый режим дежурства стратегическим ядерным силам, но не далее того. Больше, кстати, Путин никаких приказов не отдавал, если вы обратили внимание. Поэтому, поверьте, Запад очень жестко отслеживает перемещение ракетных войск стратегического назначения и вообще составляющих ядерной триады России. Так что я не думаю, что Россия рискнет ее применять. Ну и плюс я объяснил, что технологически применение таких ракет, как межконтинентальных баллистических ракет, очень проблематично в плане их наведения. Они легко обнаруживаются и легко могут быть сбиты в ходе подготовки, точнее уничтожены, могут быть уничтожены, как в ходе подготовки пуска, так и в ходе самого полета. Ну что ж, мы на этом, наверное, вопросную часть мы тоже закончим. Она сегодня была поболее того. И у нас остается с вами еще одна третья часть. Это приветствия, которые вы прислали. Их сегодня немного. Но тем не менее, все равно несколько есть. Приветствия, комментарии и пожелания. И я их сегодня озвучу. Итак, первым будет на сегодняшний день следующий. Привет з острова Маврикії. Я харків'янка, біженка. Бажаю найскоріше подолати нашого ворога. Чим скоріше Збройні Сили України подолає його, тим скоріше ми будемо вдома. Дуже скучаємо за Україною. Тепер тільки зрозуміли, яка рідна нам, українцям, наша батьківщина. Слава Богу, слава Україні, терпіння нам усім і любові одне до одного. Вот комментарий по поводу вертолета, который разбился в Броварах, да, я там высказал, я не нашел в прессе, вот, кстати, пропустил как-то, что по поводу черного ящика вы там написали, так вот, тоже комментарий. Про черный ящик было, а как же? Говорили, что если он сохранился, то расшифруют в Киеве за 2-3 дня. Если поврежден, то расшифруют во Франции за 2-3 недели. Ну, кто-то говорил из военных экспертов. Кстати, опять же, видите, даже зрители говорят из уст военных экспертов. Но это, в принципе, стандартно и по срокам, и по процедуре. Вот просто реально не встретил. Ну, это уже не важно. Главное, что разговор об этом есть. Хотя официально военные эксперты высказывают личное мнение, субъективное, которое может совпадать с официальным, а может и не совпадать. Ну, так же, вот, как я вам рассказываю, это мое субъективное мнение в большинстве случаев. Ну, за исключением тех, когда я озвучиваю официальную позицию. А вот я именно говорил про то, что я не встретил официальное сообщение по поводу черного ящика этого вертолета. То, что процедура такая должна быть, как вы озвучили, я даже не сомневаюсь. И по срокам вы тоже все правильно озвучили. 2-3 дня, если он целый, и 2-3 недели, если он поврежден. Ну вот, а официальной позиции пока не слышал. І ще одне поздравлення. Естонцям величезне дякую. Вони розуміють, що для них краще допомогти Україні сьогодні, ніж опинитися на нашому місці завтра.
Да, действительно, это связано с тем, что Эстония приняла решение передать все артиллерийские системы калибра 155 мм вместе с имеющимися боеприпасами передать вооруженным силам Украины, чтобы мы врага громили, со всей нашей огневой мощью. Ну что ж, я буду благодарить вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Большое вам спасибо. Кто еще не подписан, я приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность, слова благодарности спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!